Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Чтоб дело мастера боялось, он знает много разных слов. Знаете, как обычно начинаются сказки? В некотором царстве, в некотором государстве, а мои ролики начинаются так. Нашлись у меня остатки плотной мебельной ткани, и смогла я из них накрыть квадраты 10 на 10 сантиметров. Рассортируем их на темные, светлые, средние. Сошьем их попарно. Шьем гирляндой одну деталь за другой. Ткани у нас плотные, мебельные, поэтому мы сначала прошиваем, потом отстрачиваем, прижимаем припуски машинной строчкой. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем таким же способом сшиваем получившиеся пары. По нашей задумке нужны ряды из 12 деталей. Разложим заготовки, посмотрим, как их лучше расположить, чтобы все цвета были распределены равномерно. Затем сошьем их вместе. Конечно, лучше работать моим самым любимым способом – шить вертикальными рядами. Потому что в результате получается очень интересная конструкция. Все ряды держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается только сделать горизонтальные соединения. Готовое полотно проутюжим через марлю, подровняем и приготовим еще петли. У меня есть широкая лента. Нарежем полоски длиной 25 сантиметров. Каждую ленту сложим пополам и пришьем к верхнему краю лоскутного полотна. Еще нам понадобится ткань для подкладки. У меня нашелся кусок термостежки. Выкроем его такого же размера, как и лицевую часть. Пришьем его к верхнему краю. Дальше развернем это соединение, свернем деталь в трубу и прошьем боковой шов. Теперь придадим форму нашей заготовки, все поправим и расправим. После этого отстрочим верхний край. Можно еще дополнительно прошить, простегать эту боковую стенку, чтобы она лучше держала форму. Тем временем займемся дном. Приготовим квадрат из плотной ткани размером 28 на 28 сантиметров. Добавим слой синтепона и термостежку. Заколем булавками. И простегаем на швейной машинке.
После этого совместим донышко с боковой стенкой. Можно сначала прошить иголкой с ниткой, а уже потом на швейной машинке. Открытые внутренние срезы обработаем бейкой. Сначала пришьем ее к лицевой стороне. Затем отогнем, дважды подогнем и прошьем на швейной машинке. В верхние петли вставим 2 широкие ленты. И получилась у нас замечательная интерьерная корзина для хранения. Для хранения чего? А всего что угодно. Можно сложить пряжу для вязания, нитки, швейные принадлежности. Да те же самые лоскутки красиво убрать с глаз. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.